Так, друзья, всем привет! Ангарские рыбаки пригласили меня на рыбалку. Сегодня минус 32. Меня уже вооружили специальной удочкой какой-то. Я не знаю, вроде приехал на зимнюю рыбалку, а дали удочку летнюю. Ну ладно, все дальше объясним, покажем, со всеми познакомлю. Пока темновато, вот, немножко рассветет и продолжим вещание. Сейчас собираемся и выдвигаемся на лед. Так, в общем, вот здесь вот поставили автомобили. И вот здесь вот чуть ниже находится вот такая вот льдина с большим течением. Вот, сейчас рассветет, более подробно покажу все. Но льды уже видно. Вот, и все выдвинулись вон туда, вон. Там находится какая-то интересная такая локация. В общем, выдвигаемся. Рыбалка очень похожа на наши, но вот я так вот зимой с летней удочкой не рыбачил. Однако здесь универсальное место, можно и со льда ловить, и получается по открытой воде. А как вот поплавок будет? Вот между льдинами прямо идти? Фига себе. Сейчас все равно днем потеплее будет, Ага. О, мушки-то вообще маленькие. Да. Ну, вот, видишь, вот такие вот. На вот этот спиннинг балда называется, вот такие работают. Лимонки у нас их называют. Ну. Они разного типа идут. Не холодно тебе, да? Ты так и ловить будешь, что ли? Да. Офигеть, да. Ты сейчас что, вообще безбашенный. Я сейчас все варежки сниму. Пришел там на край, умылся такой. А что, вот когда харис заловишь, полотенце забудешь, протираешь там. О! Лента основная 0,18, поводковая 16. Вытягиваем. По парше не подвешиваешь? Нет, зачем? У Попаришь. вас нет такого? У нас клюется парыш, он на стоячку. Но он в основном основном только портит. У нас тут наоборот, именно это надо опарыш, без него прям нифига. И пошел подъем. И вот так это, ага. Да. И харис будет, он вот так вот ты играешь, И ты остановился. он чик, Ага. придавил. Либо такой оп, еле-еле Все, течет. понял. Ты сначала активную игру делаешь, Ага. можешь там привлечь его внимание, как на окуня. А потом раз на фоне этой, так, как на леща, так, еле-еле-еле. Ага. Амплитуда, ну и Все, я понял. Ага, спасибо. у нас друг есть третий. Заняли мы, в общем, льдину. Вот, льдина такая, небольшая. У нас примерно так же встают, тут метров там 150, и вот все как бы кучкуются на одном месте. Но очень удивляет, что ловят, в основном ловят по открытой воде, вот здесь вот у воды, то есть сейчас минус там 32, 100% влажность и холод просто капец. Вот, я попробую сейчас и на зимнюю удочку по привычке половить, ну и, конечно, мне дали вот эту удочку ангарскую, так сказать, на нее тоже попробую. Ребята собирают палатку, устанавливают печку, всегда можно будет согреться, вот. В общем, будет, я думаю, рыбалка офигенно. Очень много людей меня узнало, это приятно. Всем привет передаю огромный. И спасибо. Так, а это бур чей? Это кого спрашивать? общий. Здесь дежурный бур? Так, вот кто-то уже рыбачит, ходит по кромочке, не боится. Льды идут капец, конечно, страшные, блин. Ага, замерзла, потом отогревает. В общем, здесь такая интересная тема есть, как ведро. Все говорят, блин, ведро не взял, ведро не взял. И вдруг они увидели человека с ведром. Такие, о, ведро. Я что-то сначала ничего не понимал, но сейчас вам объясню, что это такое. Так, вот мне мужики, в общем, разрешили поснимать. Вот это называется ведро здесь уместно. Оно применяется именно для того, чтобы отогревать настрой. То есть просто-напросто работает газ на плитке, то есть газовый баллон, и он работает в течение всей рыбалки. Вот, и греет эту воду. И сюда, получается, вот все, кто рыбачит, вот здесь вдоль кромки ходят, у них обмерзают эти настрои. Они подходят сюда, вот так вот опускают, это все оттаивает и опять рыбачат. И он, получается, так и работает, да, вот целый день? Да, она даже это, как бы, блядь, она не кипит, она такая тепленькая. Просто теплая, да. Да, ее же выдувает. Так и руки можно отогревать, получается. Руки можно, конечно. В общем, как и на любой рыбалке, люди адаптировались даже к таким суровым условиям и рыбачат. Самый закаленный, блин. В общем, народ потихоньку прибавляется, все больше и больше подходит. Место, видать, популярное. И вот они доходят до туда, сматывают и переходят опять выше течения. О, ребят, первая поклевка. Это что такое?
Хариус? Да, Хариус. Хороший. Все, сейчас все сразу Что, лимонка? будут закидывать. Лимонка? Нет. Вот он, ангарский. Такой же, как у нас. Глаза сразу побелели. От холода. Такой мороз. Блин, я не знаю, как ты ходишь, так это. Уйти не холодно, точно? Мне даже маленько жарковато. Жарковато, да? Жара пошла. В общем, вот так вот народ и ходит друг за дружкой. Кидают такие в промежутки между льдинами. И потом переходят. И когда переходят, там стоит вот это ведро волшебное, где люди, получается, оттаивают свои настрои. Да, сразу хочу сказать, чтобы не вздумали люди повторять, те, которые не подготовлены к таким условиям. Здесь рыбачат такие закаленные сибиряки, блин, с Ангарска. Вот. Жесть вообще, влажность, мороз. Весь замерз, камера, блин, вообще еле работает. Но ничего, продолжаем снимать. Вот еще поймал кто-то. Вот так вот у ведра уже скапливается очередь, чтобы отогреть настрои. Он что-то не яркий у вас, ничего, или наоборот яркий не надо. Пенопласт. А кто как? То черный, то оранжевый, то А красный. так а где муха-то здесь? Здесь только груза, что Они ли? муховод будет делать. А, вы еще Внизу, это? да? Это классический настрой. Как на карася. там. Ну, Он зацепился, что ли? Здесь тащит, да? Короче, клев пошел потихонечку. что, поймал, Лех? Нет. Клевал 2 раза. О, Какой здоровый волочет, блин. Да я и так все вижу. вот. О, тепло пошло. Хорошо. Вот это да. Вот это дело. Ну, тухарезов тут ловят, конечно. Знатных таких. Короче, маленький поплавочек, да? Да? И смотрите, желтоватые все мушки-то используются. Это Да? мушка лимонка называется. Лимонка, она лучше всех, да, работает у вас? Ну, нет, она не лучше всех, она просто... Надо рыжу ставить, рыжу берет. Короче, у вас тоже по мухам тут то такая, то сякая, да? Да, конечно. Нормально у тебя тут. Не надо ни коробочек никаких. Не, есть коробка. Это, блин, хорошего поймали. А сколько грамм груз? 20, 215. Ага. Выиграл по поводу. Необычный плавфилос. А я первый раз его посадил, Ага. на такие рыбачат купил. А здесь и галька или какие-то большие камни есть? Здесь песок и галька в основном. Здесь даже больше песок, даже в камеру посмотришь, здесь песчаные булшаны. Ага. Главное до обеда протерпеть. А вот пока мороз, рыба будет хапать. А сколько макать надо, пока не отойдет, да? Ох, нифига аж дымится, блин. Парит. Главное, чтобы поплавок отошел и резинка, все. Ага. Вот поклевка. Я в кадр хочу. Давай, давай, заходи в кадр. Это тоже Харис. Всем иркутским рыбакам привет. Че, Красноярским тоже. сега кто-нибудь поймает, нет, сегодня? Тоже кембрики, смотрю, да? Самодельные все. Ага. Еще одного. Вы весь крупняк ловите, блин, сегодня. Это вот все такое стандартное.
Рыбаки еще идут. Короче, далеко не кидаешь, вот здесь рядом идешь, да, А, вот получается? она прям глубина, на. Так. Сразу угадал. И крутить вот Нет, сюда. ты ее не кати, Или, не что? крути, отпусти Или ее. так вытаскивать. Да, ты просто когда он клюнет, ты его, когда он утопит, ты его подсекаешь и катушкой начинаешь крутить. И крутить. А так просто Сейчас идешь вот так. Отпусти, видишь, вот. Вот так, чтобы он уходил. Помогай ей маленько, она замерзла походу. Все, я понял. Видишь, за льдину зацепился, ты его отводи. Вот сюда отводить, да? Да. Все, выматывай, это сейчас это. Выматывать. Понял. Тут главное не вырезаться. Здорово. Привет. После каждого этого Андрей. ведро вот так макай. После вообще каждого, даже Да, если да. ничего нет, но оно все равно появилось, да? Все, сразу видишь лед. Ага. Вон там за палаткой. Так, берем вот так вот опускаем. Главное в огонь не попасть. Привет. Здрасте. Главное в огонь не опустить. Так, есть. О, руки замерзли. Все таскаешь. Оставляй мне немножко. Так, все, иду. Начало. Начинаем косить. Так, вот здесь вот какой-то идет прогал. Сейчас я вот сюда вот так вот. О! Так. Что-то у меня глубина как будто маленькая. Ой, фига льды тут фигачат. Надо кидать нормальное окошко. То есть ждать специально прогал, да? Ага. Вот окошко дождался, вперед нахуй сюда. Ага. Ой. Так, я, наверное, за тобой пойду, хоть смотреть, куда кидать. Получается, под кромку можно вот сюда? Да, прям под кромку. Получается, вот так вот я разматываю, да? Блин. Ты ее отпускаешь просто, и она сама. Ага. Так, и иду вот так вот, да? просто отпусти ее, чтобы она догнала. Во. Крутила сама, Только да? когда подсекать будешь, ты должен успеть её Да, пальцем надо, зажать. получается, зажать, Да, ага. и все, ты ее подсек, ты сразу рыбу почувствуешь. Ага. Но что-то у меня не бьется по дну, так должно А быть? здесь, потому что там, видишь, мелко, здесь глубокая яма. Там опять выход. из И она ямы. на выходе будет. Да, и делать. он на выходе должен. Если вот такой лед идет, мне нужно как-то его тащить поближе сюда. Подтаскивать, ну смотришь, ну ты успеешь его выдернуть. Если даже зацепился за кромку, вперед пробегаешь, все мужики обычно пропускают, ну тебя видишь, что ты зацепился. Ага. И он, смотри, клевать может здесь так вот ту-ту-ту-ту-ту-ту задолбить Ну, его ну, ну. резко-резко-резко. Ага. И либо утопит. Нам просто приловит. Ага. Так, что-то запуталось у меня. Да что-то зацепилось там, что ли? Залет. Все исправил? Да нет, что-то зацепилось тут. Под лед он ушел. Короче, у меня тут все запуталось. На меня тут матерятся. Короче, зацепился что-то поплавок. А вот все вытащил. А как так получилось, не пойму. Друзья, в общем, у меня ни хрена не получается вообще, блин. Все на меня смотрят, у меня потому что, ну, туплю там, то зацепится, а все же ходят вот так вот друг за другом, и, соответственно, тут надо как бы в темпе все время. У меня так не получается, ну и, соответственно, приходится там, ну, многие понимают все равно, вот. Рыбалка необычная, холодно, капец, ветер, там принесли вон еще одно ведро, разбивают. Очередь у ведер у этих, вообще класс. Но рыба клюет, хорошо таскает. Вот прям у кромки.
еще ведро разогревает. Ой. Это кто? Это чье? Воткнуть. Главное сообразить, как еще мотать, потому что... Ну, это ты его, главное, держи Смотри, слабину. какой, блин, нифига. Ух. Забагрил. Спиной ловится, тоже не Раз Но- его. Все, вот так я сейчас подлетку. Поклевка, подлевка. Ой, что-то есть. Ё-моё. Так. Сейчас. Слабину не давайте. По-моему, ушел. Здесь крепко, ближе, чтобы он подлетку не ушел. Ё-моё. Хорошая рыба там. Вообще, вот это конская. Нет. Там в лед терлась. Да! Все. Ангарский хариус взят. Может теперь только снимать. Главное распечататься. Ну что, ребята, вот он, ангарский первый. Так, сейчас сядет батарейка. Вообще капец, все задубело. Пока я нес хариус, он вообще уже в сосульку превратился. Ну все, нормально, я фишку-то понял. Сейчас попрет. Вон их сколько, смотри. Все равно в рыбе, да? Что там? Ну он стоит. А, это все хариус? Хариус, ладно. Нифига себе. Да, на, снимай. Офигеть. Ну. С ведром-то это можно платные услуги оказывать, получается. О, ты что-то каждый раз, каждый проход хариус. Так разве законно? Так, вот так окунаю. И чтобы вот здесь вот кольца на поплавке тоже они оттаяли получше. Вот, все. Поехали. Вот зажимает, да, получается? Фига, чуть не зажал у тебя. Ты не больше, не бойся, тут дергай прям. Да? Вот здесь я поймал, кстати, хариус. А некоторые вот просто со льда рыбачат, так же ловят. Еще вот такие вот прогалы выбираешь между льдинами, и вот он более-менее идет. А где шуга, там, блин, друг друга врезаются льдины и фигово, короче. Никак в голову. Ты одного только поймал? Да. Не хватит. Я еще поймаешь. Проблемы. Главное начать. Вода прозрачная, издалека видно, прям 2 метра еще поднимать, и уже рыбу видно. А вот здесь дно пошло, тык-тык, плавок так играет. Чик-чик-чик. Опа, есть. Оп. Есть. Блин, слабину дал. Блин, неудобно, конечно. Опа. Yes. Пошла жара. Укрупняемся. О, красота. Сейчас увидел поклевку? Да, сейчас я немножко фишку понял там, как куда кидать. Ребята, ну что, увеличиваемся в размерах. Следующий на полкило должен быть. Что такая вот мушка рулит здесь. Лимонка называется у них. У нас такие не применяют. Может быть, даже зря. Вот, цепляются друг за дружкой. Бывает. Какая рулит? А, розочка. Розочка. Что-то.
А, Сейчас что-нибудь принесу дам. Я мухи не ставлю, они отмерзают все. да? А это что, кембрик получается? Резина, ну, А, резина? сейчас тебе дам. Ну, это кембрик резина Да, называется. да, да, как вы, Ага. например, Ну, тоже, ну. как вы, только у вас кембрик какой-то здоровый весь на этом, я смотрю. А у вас когда- мини такие Ну, маленькие. у нас совсем маленький, 16, номер 14. Ага. Да, друзья, вот такая вот, в общем, рыбалка. Ходишь друг за дружкой, закидываешь, ну и ловишь иногда. Не всегда, правда. Ищешь фрагал между рыбаками. Ага, вот нашел кармашек. Вот так вот встаешь. Оп. Это еще везет, что это знакомые все ангарские мужики. Иркутские редко когда что-то чем-то делятся. Ну, Бывает даже просто элементарно не показывают на что. ну да, да, да. Вот мне тоже советуют, что он нифига как загибает. Типа кембрик лучше. Ого, хороший. Моего поймал там. Не, это мой был. Хороший. На мухе, да, получается? Да, есть, блин. Есть, да. Эх, сошел, по-моему. Сошел. В общем, друзья, несмотря на хороший клев, клюет как бы у всех по-разному. Вот, ну царит какая-то такая доброжелательная такая атмосфера, помогают, подсказывают. Вот, я думаю, будут ругаться на меня, что я там что-то там туплю. Нет, наоборот, говорит, ничего, ничего, лови, говорит, туда-сюда. Вот, кто-то мушек приносит там своих, там, кто что, кто так просто поздороваться. Очень классно вообще, классная рыбалка. Специальные приспособления у людей есть, чтобы очищать от льда. Не только ведра с теплой водой. Кучки, в общем, у рыбаков прибавляются. Нормально так. Вот такую я тебе дал. Ага. Подошел один из моих подписчиков и вот посоветовал вот такую вот, как он называл, розочка, что ли, ее. Еще первый раз такую вижу. Ну, попробуем. Но на нее вот он сейчас ловит. Донное течение разворачивает настрой. А, там по дну по-другому, да, фигачит? Только прямо встал сразу. Опа, не здесь. Ага. Зима такая должна быть. Да, действительно, ходишь и не замерзаешь. Ну, конечно, когда ходишь. Вот сейчас на месте постояли. у всех Да, вот так постояли. вот попробуй на мормышку посидеть, мне кажется, замерзнешь сразу. Конечно. Хоть и Это там ходишь, хоп, хоп, хоп. сапоги какие бы не были, все равно такие. Вот такие, да, прогалы, получается, ищешь? Да, да. А Большие. ты вот, получается, нет таких тушек вообще никогда не рыбачил? Не, вообще первый раз съел. Со всех уголов. Мой тащит. Ну, хорошенький. Пока вот так прижимает, что делать? Подергивай. Подергивай, так его обложить. Перетягивай. Ага. Как дела? Попался один попался. А, хороший? А там парень сидит на зимнюю, херачит тоже, хореза такие хорошие, ну. Вы что, пельмени уже поставили? Хочешь так, на лимонку? Да. А мы решили лимонку снять почему-то. А, тоже типа сопли, да, как у нас называется. Так, ну время к обеду. Клев немножко ухудшился, что ли. Ну, как бы вытаскивает такое же количество, но народу стало намного больше. Втиснуться уже в эти прогалы, вот между льдов, становится тяжелее, блин. Вот, но тем не менее, все равно интересно. Главное, какая рыба клюет. Там кто-то тиган поймал. Втиснуться все сложнее и сложнее. Все, вообще жопа будет к обеду. А к обеду наоборот приедет народ, да? Конечно, потеплеет народу. А, это да. Смотрите, ребят, просто некуда вообще встать. Некуда встать. Ну ладно. О, прогал. Прогал. Опа.
Есть. Поклевку я, конечно, не видел. Но, блин, хороший. Я ничего поднять не могу. А, там это, пуговица уперлась. Вот. Ух. Нет. Сейчас я тебе поменял. А, вот это она и есть, да? Да, вот сейчас, которую я тебе поменял. Ты мне дал ловчую, получается. Ну, ребята, вот такая вот рыбалка, в общем. На что взял, вы меня не спрашиваете, я не знаю их названия. Не мою? Нет, 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 нет. А, сразу замерзает хариус. Опа. Так, ну что, время к обеду. Народу становится все больше и больше. Народ, видим, подтягивается, потому что стало потеплее немножечко. Наверное, минус 25 было. Рыбалка идет. Так, в общем, у нас палаточки тоже поклевывают, да, Алексей? Да, поклевывает. Ну, правда, не крупные, но тем не менее. Чайку попьем, перекусим. Там есть у ночи, нет? Ну, подо льдом как будто мелочевочка, да, стоит? Нормально. Есть. Из-под кромки прям взял. Прям под кромкой стоит. Ой. Ангарский хариус. Такая вот мушка здесь. Какая-то даже не мушка, а кембрик с бусинкой с оранжевой, как будто под икру сделано. Вот это лимонка. Харюсом пахнет. Здесь тоже такая посудина вот стоит, тоже отогревает плавки, настрои. Уж на дружке все ловят, но потихоньку вытаскивают. Орудия отдыхают. Все на чай. Все чай пьют, ага. Где водка, где чай? А я, кстати, увидел, что Успокаивают Когда обедят, хариуса. не, они еще поплавок отбивают. Почему поплавки вот длинные используются? Ну, продолговатые вот здесь. Ангарские у нас тоже продают, ангарские. Ну, он играет более. Отыгрывает, короче, Да. лучше. То есть поклевка на него, когда рыба клюет, даже слабо, он более реагирует лучше на рыбу. То есть он маленький, легенький, поэтому лучше. Ну, кому-то так, мне вот больше такие нравятся, кому-то больше пузатики нравятся, как называют у нас. Ну да, я видел такие маленькие. Ну, по-разному у всех всегда. А так, если взять вот общее количество рыболов, у всех разные поплавки, вообще абсолютно. Наверное, одинаковых не Вон, встретишь. вон, смотри, видишь, тут он белый такой с красным кончиком. Да. Вот сейчас у нас такие вот, появился ангарский мастер, и вот он делает, видишь, вот почти у всех такие вот. в Ага, основном. ага. Они хорошо тоже работают. Я пробовал, мне такой не понравился. Есть. Вот под кромочки прям удается вытащить. Ну, что вообще. Такого пускаем сразу. Так, палаток появилось все больше и больше. Рыбка клюет. Ну вот, к обеду я вот поймал сколько, 6 штучек. Ну, такие они небольшие, но все равно приятно. Новая снасть, новый вид ловли. Вот, ребят, смотрите, сколько хариуса. Камера снимает. Просто его там тучи. Он где-то мелкий, где-то крупный проскакивает. Ну, очень много. Что-то так, проводка есть, но проводки нет. Че, Алексей, клюет? Нет, не клюет. Не клюет. Не клюет. Все нормально, не клюет. Все нормально. Пытаемся ловить. Ну, видно, что здесь, да, помельче немножко.
В общем, у ребят тут печка стоит, все, отогреваюсь иногда, руки прям, пока катушку крутишь, прям вообще замерзает. Ну, пельмешки поставили, сейчас, наверное, это, перекусим через минут 20, да, ребят? Да. Вот, иногда подходим, сальцо, колбаска, все по фэншую. То есть надо подбирать, да? Ну вот, постоянно надо подбирать. Если даже вот он клюнул на одну, на вторую, он может перестать резко и начать что-нибудь другое брать. Такая рыба интересная, капризная. Почему? Нормально. На нижнюю, да, смотрю, у всех Да. в основном клюет. А потому что ползуна не поставишь, течка слабая, поэтому на нижнюю. Ну, попугает ровненько. Ага. Поэтому ему легче, наверное, на нижнюю клюнуть. Люди иногда перемещаются, меняются местами, потому что у кого-то поплавок бежит быстрее, да? Где-то в течение, ну, в струю какую-то попал, у кого-то медленнее, допустим, у кромки. И вот приходится некоторым прям вот меняться вот так вот, пока идут повдоль. И все так крадутся. Еще похуже стало? Что-то совсем перестал. Как называется? Резина? Резина. Ангарская резина. Ну. Это бусинка и кембрик получается, да? И они подкрашены просто разными цветами. Все. Ну сейчас вот получше на нее стало, да, брать? Краска, родамин, ну, мешаешь сам цвета всяко разные. Шитики у нас их и называют. Шитики. Ну, шитики. У тебя все больше и больше горки. Да, потихоньку набиваем. А что, работает? Лимонки. Лимонка опять? У меня сняли лимонки, сказали, не надо. Так видишь, специально же. Ребята тут пока, короче, я ходил, блин, варили пельмени и ловили хариус. Вариску на дубасе. Что, поперло, да, Алексей? Поперло, но. О, на что, на какую? На муху. Поклевки. Сколько раз на курму ездили, пустые. Ну, вот в это время, наверное, да? Да, вот туда. Хорошо, это начало декабря. Я вот свои снасти достал чертовские. Вот, чертей сейчас достанем тяжелых. И То есть, значит, все-таки моя удочка была ловчая, ты ее взял и начал ловить. Правильно? Да? Вот лимонки здесь, Андрей. Ага, понял. Здесь, вот здесь. А лимонки как-то подразделяются по... Так, ну, в общем, у меня так потихонечку получается, немножко поймал. Вот, и ловчую свою снасть отдал сейчас ну, человеку, который мне, в принципе, ее предоставил, потому что у него не совсем клюет, мне показалось всего 2 хариуса, хотя его напарник вот поймал, ну, достаточно много. Сейчас, в общем, мы перекусим, вот, и я, наверное, выйду все-таки попробую на подлетку половить на чертик, потому что там кто-то поймал линка, блин, на килограмм почти. Вот, то есть здесь рыба крутится, рыба есть. Камерой смотрим, рыба просто дофигища, вода прозрачнейшая. И попробовать вот хочу на чертик, будет ли здесь ловить. Но здесь так не ловили еще. Вот сделаем такое небольшое открытие. Хороший хариус. Мелочевка. Нет, что-то вырастает. Мелочь. Пускаем. Вот взял на лимонку. Опа, есть. А тут хорошенький уже, по-моему. Это уже хороший. Нет, просто за хвост. Ну, короче, вот здесь мелочь стоит у этого самого. В общем, попробовал я со льда. В общем, вывод такой, что мелочь. Что в камеру мы смотрели, мелочевка. И вот крупная рыба стоит вот здесь на течении, где идет шуга. Вот поэтому сейчас, наверное, чай попью. Вот, и, наверное, буду ловить все-таки вот здесь в шуге, на поплавок. Все-таки, когда я еще так смогу порыбачить. Пока есть возможность, надо учиться. Ребята сегодня показывают, меняют мухи постоянно, рассказывают, где, как тут. Вот, а со льда я у себя дома половлю.
Народ прибывает и прибывает. Смотрите, вот здесь вот еще ведро поставили индивидуальное. Здесь вот чайничек стоит. То есть это у них здесь норм. Потому что температура всегда по 30 градусов. Ё-моё, одни удочки, одни удочки. Че, мух меняете или что? Да, подбираемся. Ты и так он наловил. Сколько подбирать-то можно? Еще. Это мало? Мало, ну. Да? Семена любое количество мало. Стремимся к лучшему. Значит, ребята используют, ну и как местные, в принципе, все рыбаки, вот такую вот удочку с несколько катушкой. Я впервые вообще пользуюсь, поэтому путаюсь часто, ну как бы ничего. Леска 0,35, блин, и удочка такая вот длинная, 3 метра, наверное. Используются такие ну, толстые такие кольца. Вот, верхнее кольцо заменено на вот такое вот большое, это позволяет проскакивать пуговицы беспроблемно. Лед намерзает медленнее, и его легче, как бы, как большой объем, большое кольцо, ну легче как бы его сломать, вот. Некоторые ходят, ну, используют такие длинные поплавки скользящие, вот. Некоторые ходят, прям стучат об удочку вот этим поплавком и отбивают тем самым вот этот лед образовавшийся. Вот. Далее идет как бы настрой, то есть есть стопор, который не дает вот, ну, как бы дальше проскочить поплавку при вытаскивании, и идет настрой. Настрой используются вот такие вот какие-то необычные такие кембрики, они называются розочка, по-моему. Вот этот сегодня хорошо работает, это у нас лимонка, вот, и здесь то же самое лимоночка, вот. Далее застежка, чтобы груз менять, и груз примерно здесь 20, наверное, грамм. Вот такая вот нехитрая как бы снасть, но тем не менее есть особенности. Все, погнал я ловить. Так, ну что, начинаю опять я ловить на вот эту хитрую местную снасть. Оттаиваю, здесь отогреваю ее после долгого лежания. Что, погнали? Ух аж! Парит, блин. Ого, вытащили все-таки. Так, как же тут вклиниться? Вклиниться нереально. Вклиниться нереально. О, смотрите, потихоньку начали таскать. Тебя я не звал. Сюда заходи, вперед, пробуй. Давай. О, хороший. О, это ленок. Это ленок. Опа, есть. Есть из-под льда прям. Хороший, блин. Нет, обычный. Ну вот, потихонечку вытаскиваем. Вечером мы ее поставишь. О, ничего Вы себе. до вечера будете? Она Да. плетеная. Необычная вообще. Она плетеная. Ага. Не связанная материалом. Всё, с я какой-то понял. пленки плетеная. А сейчас надо бледная, в общем, ставить, да? Сейчас надо вот Всё, бледную. Ну, у хорошо. меня таких Ну, я сейчас нету. у ребят спрошу, может. Таких больше нет. Ага. Вот эти вот работали осенью еще, когда за берегом. Так, ну я верну это. Да и зачем оставить? Ну как, на память? На память оставь. Может, у вас в Красноярске будет клевать. Ага. Это самое, есть бледная у тебя? Сейчас на бледную вроде клюет. Вот дядь Вова профессионал видел сразу. Ловит отборный крупняк. Причем, смотрите, я видел черного. Где-то я видел черное, прям живот какой необычный у него. Вот он. Да, вот это прям вообще чернющий, как у нас в горах такой. Ну и вот рыба-то, почти царь рыба, леночек попался. Хорошенький такой. Там, кстати, тоже кто-то поймал. Сажок больше в 2 раза. Да? Он подойдет, иди. Спрошу хорошо. Можно снять нету. Покажет. Короче, один из подписчиков, тут дядя Вова, позвал меня, он как раз ленка поймал. Я говорю, ну, я так спросил, на что. И он сказал, что сейчас клюет на вот такой вот бледную. То есть желтая лимонка, она работала
потемно, то есть утром и вечером. Также он мне дал вообще какую-то вот ловчую муху, мы ее вечером обязательно поставим, а сейчас вот порекомендовал мне вот такую, попробую сейчас. Ну, короче, клев продолжается, блин, вообще меня удивляют местные рыбаки, ну и вообще рыбалка в целом, это наличием знаний не только как поведение рыбы, там какие мушки ставить, тоже все подбирают, стараются что-то там, какие-то свои тактики придумать, там в нижнюю надо желтую, выше там какую-то резину поставить, лимонка, я вообще не понимаю ничего. Но мне очень понравилось, как люди ювелирно выбирают место, куда забрасывать, потому что идут постоянные льды, и они идут с разной скоростью, с разными, ну, есть ломаные льды, есть сплошная льдина, и они вот это анализируют, и прям чувствуется, что появляется прогал, и все начинают туда кидать, и этот прогал реально увеличивается. Вообще непонятно, но очень интересно. Харёс. Это, кажется, как будто сих. Ну вот это уже, да. Вообще, это вы куда дальше-то отпустили, да? Да, я в струю откуда. Понятно. Да, я вчера Окно хорошее, вот, чисто Там есть, прямо кинул туда вниз. это место 30 лет, там приямок есть, я вчера туда рыбу тягал. Тоже. Так, вот прогал. Красава. Ну, сейчас и у меня, наверное, долбанет. Нет. Ничего себе. Задавила. Знаете, вот задавила льдина. Прям ее жало, не успел вытащить, и все. Капец. И близко нельзя подойти, да? Обратите внимание, туман наконец-то ушел, и хоть появился вид. Смотрите, какой вид, оказывается, здесь классный. То здесь скала такая прям обалденно красивая, блин. Клев сначала как стихал, да, под обед, а сейчас, смотрю, начал народ потихоньку чик-чик-чик-чик-чик. Это поклевывает, даже линка вытащили. Вот, ребята, вот такие рыбы еще попадаются. Это сик. Сейчас я в руку возьму, чтобы размер-то его. Офигеть, да. Вот это тема. Это не муксур, не чир, у вас просто сик называется, да? Он на нижний, глянь. А что там, резинка? Да. По голове его судно. Килограмм чуть больше может. Под пилушку, ну. Это вам, хейтеры. Что-то не клюет. А, нет, он тут вытаскивает. У кого-то индивидуальный чайник стоит тоже. Отогревают. Вот многие используют вот такой вот поплавочек небольшой, но он такой маленький, но очень плотный, надежный. Я видел даже как-то об лед бьют. Это чтобы лед, да, отскочил от него или что? Да? Вот. В общем, местные производители, какой-то мастер делает такие поплавки, поэтому я, наверное, тоже куплю себе тоже, чтобы у меня были в комплекте. Вообще классно. Это сколько грамм надо вешать? 20 грамм, да? Понятно. На нытье начинаем ловить. Давай, рыбку, давай. Ты смотри. Так, в общем, попался мне что-то опять мелкий какой-то. Лезга. Варежку потеряли. Пойду отдам. Вы рукавицу уронили. Спасибо. Дядя Саш, ну вы сегодня удивите нас еще. Конечно. Пренепременно. В общем, я не знаю, клев может быть такой же стал, но народу стало вообще больше. И вот в этих вот окнах образовавшихся кидают, соответственно, большее количество поплавков, прям один за другим идут прямо вот так вот стеной, блин. И, ну, не все, в общем, вытаскивают. Но, тем не менее, кто-то раз да поймает.
Некоторые рыбаки все-таки пытаются со льда поймать. И вот палатки тут стоят, вот там стоят за поворотом. Ну, блин, как мне показала практика, мелочь. А есть какой-нибудь крупняк вот со льда, самый крупный? Только со льда. А, вот это со льда, да, получилось? Слушай, ну, это сиг, да? Да, сигок попался. На мушке. Мормышечкой. Неплохо, все равно. Зато никто это под ногами не мешается, да? Кто там задавит, блин. О, хорошенький. Хороший. Вот это да. Это улов. И вот сейчас вообще стало ясно. Вот на той стороне видно тоже льдина есть. И тоже палатки стоят, рыбаки ходят. Тоже ловят. Тоже карусель. И вот такая вереница целый день. Все идут, потом раз переходят опять в начало. Не ругайтесь, кино снимаем. Она теплая и лучше клюет. Ага. Видишь, суп варим, доварить не можем. Там пельмени пытались сварить. Предлагаю чайку, как вы на это смотрите? Конечно. А чё ты не это? Сейчас тебе налью, я попил кое-что. Чё, нифига каких здоровых, блин, поймали. Ё-моё, блин. Поймали. Это у вас с палатки кричали: «Багорик!» Не, он... Все равно больше всех респектую вот этому рыбаку, который сидит сам по себе в чистом поле и ловит не в толпе вот так вот, а просто один, сам по себе, кайфует, отдыхает. Красавчик. Нет, пойду в толпу. По звукам не слышно, чтобы клев был хороший. Обычно там а это что-то видно, что нифига. А так, ну что, друзья, вечереет, солнышко так вот сейчас уже за горизонт потихоньку уходит. И у нас начались проблемы, то есть подул южный ветер. Это значит, что шуги с этой стороны берега стало больше, окон стало меньше, ловить стало неудобно. Народ поэтому немножко собирается так домой, блин. Но все равно пытаются как-то, но и по клеву, честно сказать, что как-то стало неважно. Все равно одиночные попадаются хореза, но в целом, конечно, сложновато сейчас с рыбалкой. Но все равно ребята ловят, молодцы. Ветер дует довольно-таки сильный, однако все равно народ ходит, рыбачит, блин. И вообще ни по чем мороз. Видите, сколько шуги стало, вообще просто не пропихнуть. Он пытается вытащить, еле вылазит плавок. Очень много шуги. И вот ищет такие вот прогалы, так называемые, вот в них вон поплавки идут. Вот это рыбалка сибирская. Вот видно, как прогал идет, и сразу здесь пытаются воткнуться. Ну и вот кто-то успевает вытащить. Вот опять очередной прогал, и опять здесь толпа идет. Ну, вместе с ним, вместе с этим прогалом, и ловит. Вот некоторые путаются, потому что места остается мало для ловли. Все кидают друг к другу поближе. Ничего не поделаешь, никто не ругается, все нормально воспринимается. И на той стороне, смотрю, ловят тоже. Вот Сёма наловил сегодня, вообще у него нормально перло. Ну, такой хорезок тут есть прям вот. Так, в целом, да, стандарт. Но все равно приятно. Сколько здесь, килограмм? 5, наверное, да?
же говорю, тебе прется. На лимонку, правильно? Да. У меня фокус поймается. Вот это называется лимонка. Ух, какая льдина идет. Офигеть, прижимает как. Вот это да. Короче, ветер все не дает рыбачить. Ух. И сюда сразу. Хоп. Никто не ловит, но дядя Вова могет. Ребята, вот эта вот команда пригласила меня на эту рыбалку, показала, короче, выдала удочку, научила. Спасибо, ребят. От всех зрителей, от всего канала в целом. Блин, рыбалка огонь, все получилось. Ребята, рыбалка в Иркутске-Ангарске показала, что везде есть классные ребята, которые занимаются прекрасным делом, рыбалкой, нормально общаются, дружат. Никто даже не поругался, никому рожу не набил. Я удивляюсь. У нас бы давно тут все передвились. В общем, всем спасибо за просмотр, ребятам огромный респект. Так. Ну да, мешочек-то маловат. Друзья, я всегда думал, что в Красноярске очень много приманок у рыболовов. Нет. Вот иркутские ребята сейчас покажут, сколько должно быть. Это все сам делаешь? Да, это все сам собственноручно. Офигеть. Вот это да. И каждый, получается, отличается оттенком, размером. Да, или что? оттенок, размер, получается время года. Темная, это она получается у нас весной, Ага. осенью по большей части работает. Грязная вода, мутная. Это еще не все. А, не все? Да. Это только начало. Хороший. Ты тоже сам делал, да? Да, это все ну, вот это по большей части, вот она летняя, весенняя резина. Тоже. О, нифига бледная. тут бледные все. Ага. Вот Мещей, кстати, показывает такой, по-моему. Вот кажется, вроде такая маленькая ерунда. Да. Она много играет. Ага. Кто будет стоять рядышком, на такой же ловить. Без отдельно стекляшечки. А, вот это, блин, как я все забываю. Стекляшки? Стекляшки? Да. А что мне сказал, розочка? Нет? Нет, розочки, вот они идут, и разные оттенки розочек. А, это вот розочки. Да. Вот здесь у нас отдельные стекляшечки. Стекляшечка. Это более весенняя такая. Ну, сегодня, в принципе, на стекляшке поговорим. Они что имитируют? Это икра или что? Нет, это имитация трубочника. Трубочник? Да, в колонии трубочника проживает. Хариус любит его. И под него подбирают, делают. То есть и под бормыша, и под трубочника делают. Вот это в основном под трубочника. Ветер придул льдины и сдул рыбаков. Смотрите, вообще, что было час назад, и сейчас все, никого нету. Вот, солнышко садится, что-то прям мороз так потянул, прям, ох. Ребят начали собираться потихонечку. Вот, надавали мне мушек разных, говорит, попробуй на эти, на другие, на третьи. Вообще всем, конечно, респект, спасибо, блин. Будем пробовать. Вот, я все равно набрался сегодня опыта, как ловить. Вон, потихоньку так и таскают хариусов. Но уже, конечно, сложно ловить в этих вот дебрях льда. О, дядя Саша косит. Косит, продолжает. Вообще молодец, очень профессионально ловит. Специальный молоток для поплавка. Да? Ну да, лед подбивать. И рыбу, да? Ну и рыбу когда. Это надо, чтобы поплавки крепкие были, да? Ну конечно. Все с паявками уехали. Зимой так. Расходный материал. Ну да. Все, народ собирается, ходит. В общем, остались самые стойкие.
Вот. Смотрите, как молотком. Чик-чик-чик-чик-чик. По лесочке, по плавку. Оп. Потому что все ведра, которые были с теплой водой, все собрали, увезли. Вот, остались самые стойкие, кидают вот эти льды, блин. И потихоньку вылавливают. Все, друзья, заканчиваю видео, потому что уже лицо охалело, блин. Вот, мы начинаем, ну, как бы уже собрались и выдвигаемся к машине. В общем, рыбалка была сверхэпичной, интересной, необычной. Столько всего нового. Вообще, вот этот про ведро, про молоток, блин, как это все ловить. Линки тут, сиги, хариусы. Фух. Так что все было здорово, блин, надеюсь, продолжение будет с иркутской, ангарской рыбалкой. И еще вам что-нибудь такое интересное покажу. Всем пока.